Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой классный топ. Это будет первая часть мастер-класса. Ровно через неделю будет вторая часть. Там мы свяжем юбочку в комплект к этому топу. Год назад увидела вот такую фотографию на Пинтересте. Очень она мне понравилась. Я думаю, и вам она тоже встречалась. Не так часто я вяжу комплекты или платья, просто потому что на них уходит большое количество времени. За то время, которое я буду вязать платье, либо вот юбку и топ, я бы могла связать 2 или 3 полноценных мастер-класса. Именно поэтому в некоторых видео я уточняю и вам напоминаю, что вот из какого-либо топа можно просто продолжить вязать вниз платье, и все, в принципе, там ничего сложного. Я вязала из пряжи Газал Baby Cotton в 50 граммах 165 метров. Состав 60% катон, 40% акрил. А расход точный на каждый цвет я напишу в описании под видео. Я вязала крючком номер 3. Вы можете вязать любым вам удобным. Посмотрите, как вяжется крючком 2,5, 3, 3,5, 4. То есть чем тоньше крючок, чем вы вяжете плотнее, тем вот эти пучки получаются также более маленького размера и плотнее. И наоборот, если вы вяжете более свободно, крючком побольше, то и вязание у вас получается пошире и более рыхлым. Что хочу сказать по поводу этой модели топа. Она не такая супер простая, как, например, вот этот топ, где мы вязали самые обычные треугольники, потом соединили их и просто вывязывали длину по прямой. Здесь, в принципе, самое начало очень простое. Единственное, вот здесь в районе лямок, спереди, сзади, потому что, видите, у нас перед и спинка отличаются. Просто включите фантазию, будьте повнимательнее. Ничего страшного, если у вас не получится с первого раза, перевяжите 1, 2, 3 раза, зато у вас получится идеальный топ. Начинаем вязание топа с треугольничка, который находится ровно посередине, по нижнему краю топа. И сейчас мы будем его поворотными рядами увеличивать. То есть сейчас на данный момент мы вывязываем ширину нашего топа. Делаем волшебное кольцо, кольцо амигуруми, либо скользящую петлю. Огибаем вот так 2 пальчика. Вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. За хвостик можно потянуть, уменьшить колечко. Хвостик лежит всегда параллельно колечку. Сейчас делаем имитацию столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 1 петелька, которая будет перемычкой между вот этими нашими пучками. Еще одна. То есть всего набрали 4 воздушные петли. И в это колечко провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Делаем накид. В колечко провязываем первый столбик с накидом. Накид сюда же в колечко. Второй. Накид. Третий столбик. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Это 2 воздушные петли у нас будут в основании, на самой верхушке нашего треугольничка. Всегда будем делать 2 петли. И сюда же сейчас провязываем еще один такой же пучок из 3 столбиков с накидом. В колечко. Первый. Второй. Третий. Делаем 1 воздушную петельку и столбик с 2 накидами. 1, 2 накида. В колечко провязываем. Через 2 петли, через 2, через 2. Сейчас подтягиваем за хвостик, уменьшаем колечко, чтобы здесь в середине не было никакого отверстия. Так, вот получается наш треугольничек, вот это наше основание, вот эта верхушка. И сейчас будем вязать поворотными рядами, постепенно его увеличивая. Как я уже сказала, сейчас вяжем ширину нашего топа. Сейчас будет однотипное вязание, пока мы будем вязать вот этот треугольник, расширять. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. И провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом сразу же в самую первую вот эту арочку. Накид. Провязываем первый столбик, накид. Второй, накид. Третий, 1 воздушная петля. Далее вот сюда в верхушку провязываем пучок из 3 столбиков. Первый, второй, третий. Как я уже сказала, 2 воздушные петельки у нас всегда будет на верхушке треугольничка. И сюда же провязываем пучок из 3 столбиков. Первый, второй, третий. 1 воздушная петля. И сюда, вот в самую последнюю арочку, провязываем пучок. Первый, второй столбик, третий. 1 воздушная петля и 1 столбик с 2 накидами. Сейчас нам нужно провязать вот сюда. Ищем 3-ю петельку из вот этих набранных. 1, 2, 3. 2 накида.
Можно вот так не за одну перемычку, а желательно вот за какие-нибудь 2 петельки, чтобы здесь не растягивалось. Через 2 петли, через 2, через 2. Все, очередной ряд готов. Вот у нас потихоньку растет. То есть, как вы уже поняли, здесь по сторонам между пучками у нас будет по одной петельке. Вот здесь в самой верхушке по 2 петельки всегда. Сейчас делаем все то же самое. Делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Разворачиваем. В самое первое отверстие, арочку, провязываем пучок. Воздушная петля. Следующая, видите, образовалась арочка. То есть в каждом новом ряду будет дополнительно новые арочки образовываться. В арочку следующую провязываем пучок. Воздушная петля. Далее мы подошли к верхушке. Провязываем пучок, 2 воздушные петли, сюда же пучок. 1 воздушная петля. Далее следующая арочка, пучок. Воздушная петля. И вот в самую последнюю арочку провязываем пучок. 1 воздушная петля, 2 накида и провязываем в 3-ю петельку вот здесь по краю. Ищем вот 1-я, 2-я, вон она 3-я спряталась. Вот так можно пучок чуть-чуть подвинуть, чтобы к ней подобраться. И вот так за 2 петельки провязываем столбик с 2 накидами. Вот, смотрите, что получается. Ну, давайте еще один рядок с вами свяжем вместе. 4 воздушные петли в начале каждого ряда разворачиваем. Пучок в самую первую арочку сразу же провязываем. Воздушная петля. Смотрите, здесь уже 2 арочки по стороне. Провязываем в следующую арочку пучок. 1 воздушная петля. В следующую арочку пучок. Воздушная петля. Подошли к верхушке к треугольника. Провязываем пучок. 2 воздушные петли. Пучок. Воздушная петля. Далее провязываем вот сюда в следующую арочку. Воздушная петля. В следующую арочку. Воздушная петля. В самую последнюю арочку провязываем также пучок. Воздушная петля, столбик с 2 накидами в 3-ю петельку вот здесь по краю. Через 2 петли, через 2. И через 2 оставшиеся сейчас у меня будет смена нити. Продеваем новый цвет нити. Подтягиваем, чтобы здесь не было растянутых петелек. Можно завязать на узелок. Желтую обрезаем. Завязываем на пару узелков. И продолжаем вязать все точно так же, как мы вязали до этого, просто новым цветом. 4 петли подъема, разворачиваем, в самую первую арочку провязываем пучок и таким образом провязываем нужную ширину нашего треугольника. И небольшой совет, когда мы делаем вот эти 4 воздушные петельки, чтобы подняться на следующий ряд, не вяжите их плотно, туго, потому что если вы будете их вязать туго, у вас будут вот эти края, вот эти нижние, вот так загибаться, и у вас треугольничек здесь по нижней части, вот этот край, будет неровный, поэтому вяжите более-менее расслабленно, но не так сильно расслабленно, чтобы здесь не было таких провисаний. Вот видите, то есть я нашла для себя оптимальную плотность вязания вот этих вот воздушных цепочек, и вот край у меня получается ровный. И еще такой совет. Вяжем эти треугольники на перед и на спинку параллельно, для того, чтобы они получались одинакового размера, потому что есть вероятность, как я уже говорила много раз, вы, например, свяжете один треугольничек, потом приступите к другому, он у вас будет получаться либо больше из-за того, что вы вяжете свободнее, либо меньше, потому что вы вяжете туже. Намного лучше, если вы будете вязать параллельно, либо если вяжете поочередно. Вот, например, связали один треугольник, начали второй вязать, раз связали несколько рядов, вот так приложили на вот этот готовый, и смотрите, чтобы у вас совпадали четко края одного ряда с вот этим другим. Итак, сейчас мы связали вот эту вот часть, то есть сейчас мы связали ширину нашего топа. Еще почему удобно вязать треугольники параллельно? Это удобно для примерки, то есть вы связали 2 вот таких треугольничка, раз сейчас скрепите чем-нибудь вот здесь по бокам и попробуйте пролезть вот сюда, то есть через голову, через плечики, через грудь, чтобы это все пролезало. Напомню, это у нас нижняя часть топа. И смотрите, нравится ли вам получившаяся ширина. Если плохо пролезаете, значит добавляйте какое-то количество рядов. Но учтите, что в принципе пряжа хорошо тянется. Я примеряла это все на себя и поняла, что вот именно на этом месте я останавливаюсь. Всего я провязала от начала и до конца 18 рядов. Вот эта вот часть у меня составляет 42 сантиметра. Не ориентируйтесь сильно на меня, потому что это моя плотность вязания, а у вас она может быть другая. Все, и сейчас уже приступаем к вывязыванию вот этих боковых сторон. Видите, то есть вот это наш треугольничек. Вот я остановилась на 3 желтых рядах. Вот мои 3 желтых ряда. И уже с этого ряда я начну вывязывать здесь по прямой. Итак, вот здесь я закончила вязание ширины топа. Как обычно, провязала в самую последнюю арочку пучок, воздушная петля, столбик с 2 накидами. Делаем все точно так же, как и обычно.
Так, и смотрите, что нужно сделать, чтобы здесь у нас уже начали вырастать прямые края. В начале каждого ряда, когда вяжем в обратную сторону, делаем все так же 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Разворачиваем. И просто сейчас мы вяжем не в первую вот эту петельку, арочку, да, которую мы всегда вязали, а вяжем в следующую, то есть между первым и вторым пучком. То есть вот эту пропускаем, как мы вязали сюда, вяжем просто в следующую. Сразу же накид и провязываем пучок. Первый, второй столбик, третий. Также воздушная петля, следующий пучок. Все, так делаем до конца ряда. Здесь точно так же на вершинке соблюдаем наш рисунок. Пучок, 2 воздушные петли, пучок. Довязываем до конца. Подошли к противоположному краю. Смотрите, здесь я провязала последний пучок в последнее пространство между двумя пучками. Вот у меня осталась маленькая арочка. После пучка делаем, как обычно, воздушную петельку. И столбиком с накидом провязываем в третью петельку вот из вот этих 4 по краю. Не ошибитесь, посчитайте. Вот раз, два, три. И у меня сейчас будет смена нити. Через 2 петельки, оставшиеся на крючке, продеваю новый цвет нити, закрепляю на узелок, 4 воздушные петли. И, кстати, вот эти петельки воздушные, 4, которые мы сейчас будем провязывать в начале каждого ряда, не вяжите туго, потому что если вы будете вязать туго, здесь у вас край будет вот так сильно сморщиваться, стягиваться. Нам этого не нужно. Видите, он у меня в расслабленном состоянии, абсолютно прямой. Чтобы было все красиво. Разворачиваем. И в начале каждого ряда делаем все то же самое. Самую первую вот эту арочку пропускаем, вяжем в первую арочку между двумя пучками предыдущего ряда. Новый пучок, воздушная петля. Далее делаем все то же самое, здесь как обычно в уголочке, и вяжем до конца. Подошли к противоположному краю, так смотрим, что получилось. Сейчас нам нужно провязать последний пучок вот в эту арочку между двумя последними пучками. Вот этот край, видите, он у нас уже ровный, сюда ничего не провязываем. Итак, сюда пучок. После пучка воздушная петля и столбик с накидом в третью петельку из вот этих 4. Ищем третью, провязываем столбик с накидом. Делаем 4 воздушные петли, разворачиваем и вяжем. Вот эту пропускаем первую арочку, вяжем во вторую, где у нас первый и второй пучки. Давайте провяжем еще раз вместе, доходим до следующего края и встретимся здесь. Провязываем последний пучок в арочку между двумя последними пучками. Воздушная петля и столбик с накидом в третью петельку из вот этих 4 по этому краю. Не затягивайте. Опять 4 воздушные петли, их тоже сильно не затягиваем. Разворачиваемся и опять вяжем во вторую арочку, в первую между вот этими первыми пучками. Эту всегда пропускаем. И вот таким образом у нас получается ровный край. Таким образом вяжем нужное количество рядов. Итак, у меня получилась вот такая деталь. Здесь по прямому краю у меня получилось, я провязала 10 рядов. Сейчас на данный момент у вас должно получиться вот таких 2 идентичные детали, перед и спинка. Наглядно на картинке мы провязали теперь вот эту вот часть. И как понять, когда нужно остановиться, вывязывать вот эту вот часть, сколько рядов нужно провязать. Сейчас нужно это все примерить, приложить на себя. И смотрим, вот эта вот нижняя часть, там у нас будет окончание топа, то есть это длина нашего топа. Вот этот уголочек, верхушка нашей детали, это примерное место, где у нас будет начинаться вырез нашего топа. Мне все нравится, и на данный момент мы сейчас будем заполнять вот это вот пространство, то есть чуть-чуть уменьшать размер вот этой проймы, потому что он слишком такой открытый вырез под подмышкой. Мы сейчас его немножечко уменьшим. То есть смотрите, на данный момент у нас получилась вот такая деталь, и далее следующий этап у нас будет вот такой. Смотрите, даже вот так будет удобнее. Сейчас мы будем заниматься именно передом. Я сейчас все это вяжу, в принципе, параллельно вместе с видео, все пробую, поэтому это я связала для образца. И сейчас я вам буду показывать на вот этой детали. Потом эту я распущу, потому что, в принципе, у нас с этого момента будет спинка и перед отличаться. Поэтому это я просто оставила вам, чтобы было наглядно, понятно, что мы сейчас будем дальше делать. Но эту деталь я распущу до вот этого треугольничка, потому что это у меня будет спинкой. Вот, смотрите, было 2 вот такие детальки. И сейчас что мы будем делать? Будем просто поднимать
вверх пройму на нужное количество рядов. Соответственно, вот эта часть у нас также заполнится. И здесь мы не будем вывязывать уже в высоту. Здесь, видите, у нас просто будет прямой край. И уже будет образовываться наш вырез. Итак, в этом месте у меня закончилось вязание этой детали. Здесь сейчас продолжать будем вязать по этому краю точно так же. То есть у нас здесь должна быть также прямая сторона. Здесь делаем все то же самое, то есть 4 петли подъема. Разворачиваем и провязываем пучок во вторую арочку от края. Вот она, первая арочка, вот вторая, которая между двумя первыми пучками. Провязываем пучок, как обычно, и давайте довяжем до верхушки. Подошли к верхнему уголочку и смотрите, как будем провязывать здесь. Сейчас нам нужно здесь по краю сделать такой вырез, то есть у нас здесь будет ровный край. Здесь делаем точно так же, как и здесь. То есть смотрите, сделали последний пучок, воздушную петельку и столбик с накидом вот эту самую верхнюю арочку. Но можно, знаете, провязать не прям в арочку, а чтобы это было здесь красиво. Помните, мы здесь делали 2 воздушные петли, прям в самом уголочке. Вот за ту, которая относится как бы к этой стороне, за первую петельку, провяжите туда столбик с накидом. 4 воздушные петли, как обычно. Здесь будем делать то же самое, что и здесь. Разворачиваем. И провязываем, а также во вторую арочку от края. Вот она первая, вот вторая. То есть здесь у нас также будет ровный край, соответственно, мы делаем все то же самое, что и по бокам. Давайте провяжем до следующего края. В конце ряда делаем все то же самое. После последнего пучка воздушная петля, столбик с накидом в третью петельку из вот этих 4 по краю. 4 воздушные петли. Разворачиваемся, провязываем первый пучок во вторую арочку от края. И давайте еще раз провяжем в конце ряда, и потом уже сами будете провязывать нужное количество рядов. Подошли к верхушке, провязали последний пучок, воздушная петля и столбик с накидом в третью петельку из вот этих 4 набранных. По этому краю, вот смотрите, вот это наш уголочек был, а вот здесь, видите, мы начали уже выравнивать все. И абсолютно идентичным образом вяжем нужное количество рядов. Смотрите, что у меня получилось. Это наш верхний край, это наш бочок. Всего я провязала вот эту полосу в количестве 7 рядов. Сейчас нужно нам сделать все то же самое здесь. А смотрите, так как мы начинали вязать с этого края, то есть мы должны продолжить как бы вязать вот сюда. То есть мы здесь, с этой стороны, начинаем не здесь, сбоку, а здесь, сверху, чтобы у нас соблюдался рисунок вот этих вот лицевых и изнаночных пучков. Берем нашу деталь. Помните, я вам сказала, здесь подсоединиться из вот этих двух в ту, которая относится как бы к этой стороне. И сейчас продеваем крючок во вторую петельку из вот этих двух в самом уголочке, которые у нас были. Вот так, прям за 2 какие-нибудь петельки. Продеваем нить. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И провязываем пучок в следующую свободную арочку. Вот таким образом. Все, вяжем здесь до конца. Здесь, как обычно, возвращаемся. И давайте встретимся здесь. И здесь провязываем все то же самое. После последнего пучка столбик с накидом вот в эту воздушную цепочку в третью петлю. Все, и провязываем аналогичное количество рядов, как здесь. Смотрите, что касается вот этих вот хвостиков, которые у нас остались по краям. Просто выводим их на изнанку. Вот так, 2 хвостика в какой-нибудь пучок. Вот так подтяните, чтобы здесь по краю не торчал вот этот вот узелочек. И здесь просто завязываем на узелочек и обрезаем. Итак, вот что у нас получилось. Сейчас уже можно начать вывязывать лямочки. Смотрите, я остановилась здесь сверху. Как обычно, продеваю крючок, провязываю столбик с накидом последний в третью петельку по краю и делаю смену нити. Провязываю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. И провязываем первый пучок сразу же в самое первое окошко. Пучок из 3 столбиков с накидом. Воздушная петля. И провязываем такое количество пучков, какой ширины хотите вы здесь получить у основания вашу лямочку.
Итак, я провязала всего 6 пучков. Для меня это оптимальная ширина основания лямки. Я уже это все примеряла, смотрела, как это выглядит. Вы, в принципе, можете связать поменьше количество пучков. Нравится ли вам более широкие либо узкие лямки? В любом случае, провяжите один из вариантов лямочки, посмотрите, как это все выглядит, и в зависимости от того, уменьшайте либо добавляйте эти пучки. Смотрите, после последнего пучка делаю воздушную петлю и провязываю столбик с накидом в следующую свободную арочку. 4 воздушные петли, разворачиваем. И сейчас, смотрите, у нас будет, вот это мой вырез, вот здесь у нас будет идти лямочка. Здесь по этому краю мы будем делать так, чтобы у нас здесь был ровный край. То есть все то же самое будем делать, как и здесь. То есть в этом моменте будем делать всегда по 4 воздушные петли с этого края. И провязываем первый пучок во вторую арочку от края. Вот она первая, вторая. Итак, заполняем все вот эти арки. Провязали последний пучок в последнюю арку. И вот у нас осталась такая маленькая арочка. В нее также провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй. И на третьем у меня будет смена нити. Через 2 петли на крючке новый цвет нити. Делаем 4 петли подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. И провязываем первый пучок в самую первую арочку. Далее провязываем до этого края. Тут, как я уже сказала, вывязываем ровный край, поэтому после последнего пучка провязываем столбик с накида в третью петельку вот этой воздушной цепочки по краю. 4 воздушные петли, разворачиваемся. Провязываем первый пучок во вторую арочку. Провязываем так до конца. Провязали последний пучок в предпоследнюю арочку, и вот сюда, с самого края, также провязываем пучок. Так, вот что у нас получается. Смотрите, какой красивый плавный скос. Все, в принципе, я вот вам показала. Теперь вот эти ряды повторяются. И провязывайте нужное количество рядов в высоту. То есть примеряйте все это каждый раз на себя. Смотрите так, чтобы край был, заканчивался на середине плечика. Итак, вот такая лямочка у меня получилась. Всего я провязала 12 рядов. Я, в принципе, померила все, мне нравится. Нить обрезала, но при надобности, если мне потом захочется, если мне нужно будет, просто подсоединю нить и довяжу нужное количество рядов. И аналогично нужно связать здесь лямочку. Смотрите, первый ряд лямочки, вот этот первый ряд белый, у меня здесь, вот эта моя лицевая сторона топа, получилось так, что они у меня получились изнаночные. То есть мне здесь также нужно сделать, чтобы первый ряд моей лямочки был изнаночный. Просто я это делаю, чтобы было красиво. Поэтому мне нужно сейчас начать вязать здесь и наверх. Отсчитываем такое же количество арочек. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю арочку вот с этой стороны подсоединяем нить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем нить, делаем закрепительную петельку. Можно сделать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываем пучок в следующую свободную арочку. Так довязываем до конца. Провязали пучок, сделали воздушную петельку и еще один пучок в эту последнюю арочку. Воздушная петля и столбик с накидом в третью петельку вот здесь по краю. Так, смотрите, что у нас получается. Вот у нас пучок и вот этот столбик в этой арочке. Также вот у нас тут пучок, столбик в арочке. И вот нам в следующем ряду нужно, видите, провязать пучок в саму вот эту первую арочку. То есть, смотрите, делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Это имитация столбика с одним накидом. Разворачиваем. И провязываем еще 2 столбика вот в эту самую маленькую арочку первую. То есть как бы вот у нас получился этот пучок в этой арке. Воздушная петля в арку и так до конца. Здесь мы вывязываем ровный край, поэтому после последнего пучка воздушная петля и столбик с накидом в третью петельку. 4 петли. Во вторую арочку от края пучок вяжем до следующего конца. Провязали пучок в последнюю арку, сделали воздушную петлю, столбик с накидом, прям вот в самую какую-нибудь угловую петельку, вот прям чтобы она в самый уголочек. Провязать ее.
Так, 2 петли подъема разворачиваем, это имитация столбика с накидом. И сразу же в первую арочку еще 2 столбика с накидом. То есть вот этот наш пучок получился. Воздушная петля. Все, в принципе, я вам показала все, как вязать вот эти все 2-3 ряда. И аналогично провязываем, как и здесь, нужное количество рядов. Когда начала вязать вторую лямку, здесь заметила на первой, что я провязала вот в это самое первое окошко пучок. Этого делать не нужно, поэтому я сейчас распущу до этого места и свяжу заново. Поэтому, смотрите, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов на лямке. Итак, передняя часть у нас полностью готова. Сейчас будем вывязывать спинку. Вязание спинки продолжаем с вот этой детали, которая у нас получилась немного ранее. Смотрите, у меня здесь закончено вязание. Начинаем вот отсюда. Здесь по боковому шовчику мы также продолжаем вывязывать по прямой, сохраняем ровный край, делаем 4 воздушные петли, провязываем первый пучок во вторую арочку, как обычно, и доходим до сюда, встретимся здесь. Вот подошли к нашему уголочку, провязали последний пучок, сделали воздушную петлю, и вот в самый уголочек провязываем пучок из 3 столбиков с накидом. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем. И провязываем первый пучок в самую первую арочку. Готово. Провязываем здесь по стороне, как обычно. Здесь соблюдаем прямой край, провязываем. И встретимся здесь, когда довяжем до этого края. Подошли снова к уголочку. Сюда в самую последнюю арочку провязываем пучок. 4 воздушные петли. И таким образом провязываем идентично такое количество рядов, сколько вы провязали рядов вот здесь от этого треугольничка, вот где у нас был треугольник, до вывязывания лямок. Как я уже говорила, я провязала вот эти 7 рядов. То есть нам нужно сделать так, чтобы вот это расстояние было точно таким же, как и здесь. То есть сейчас мы довяжем, будет точно такое же, для того, чтобы мы могли их сшить. Первая половинка готова. Сейчас продолжаем вязать здесь. Здесь подсоединяемся в самый уголочек, провязываем, продеваем нить, закрепительная петелька, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с накидом. Это наш пучок. Воздушная петля, пучок, воздушная петля. Провязываем здесь, как обычно. Возвращаемся, встретимся здесь. Довязали до верхнего уголочка, в последнюю арку провязали пучок, воздушная петля и столбик с накидом в самую угловую петельку, где-нибудь вот этого последнего пучка. 2 петли подъема, разворачиваем. И 2 столбика с накидом вот в это самое первое окошко. Воздушная петля, пучок, все, и таким образом провязываем аналогичное количество рядов. Итак, смотрим, что у нас получилось. Сверху это деталька спинки, снизу это перед. На данный момент у вас должно вот таким образом совпасть вот эти вот стороны боковые. Я вам сейчас положила друг на друга, чтобы было понятнее, что мы будем дальше делать. Так как у нас спинка, как правило, шире, чем перед, я предлагаю начать вывязывать вот эту вот часть на спинке чуть-чуть поближе к этому краю, к бочку, потому что здесь нет смысла на спинке делать ее такой же узкой, как и вот переднюю. Например, смотрите, мы провязали в 1, 2, 3, 4, в 5-ю, начали с 5-й арочки. Здесь я предлагаю начать с 4-й, то есть она будет чуть-чуть пошире. То есть мы начнем вот сейчас отсюда, также у нас здесь будет прямой край, вот вяжем до верха. Скорее всего, мы продолжим вот эту вот линию, провяжем несколько рядочков, будем поворотными рядами, как обычно, вязать. И потом здесь, практически в конце, нам нужно будет провязать по горизонтали, чтобы здесь у нас уже получался. То есть, грубо говоря, вот таким образом, чтобы это все красиво лежало на спинке, на плечиках. Количество рядов, которые мы сейчас начнем провязывать, должно равняться вот этому количеству. Возможно, на 1-2 ряда побольше. Это будет типа ростка, то есть росток нам дает хорошую посадку нашего изделия по спинке. Но сейчас мы это все будем в процессе вязания смотреть, примерять каждый раз. Итак, у меня закончилось здесь вязание. Сейчас я, как обычно, поднимаюсь, провязываю вот до этого места. Смотрите, здесь на передней части я провязывала вот этот последний столбик 1, 2, 3, 4 в 5-ю арочку. Здесь на спинке я провяжу в 4-ю, вот я ее отметила, чтобы не потерять, поэтому сейчас я довязываю до этого места. Здесь поднимаюсь, как обычно, здесь у нас ровный край, и провязываю обратно.
Готово. И с этого момента я уже предлагаю начать вывязывать вот здесь эту часть по прямой. И как примерно понять, когда нужно начинать здесь вывязывать по прямой. Примерно, наверное, вот когда вот этот край, вот этот уголочек выровняется с вторым, третьим рядочком от конца вот этой лямочки. Это все, конечно же, примерно. Я точно так же сейчас с вами параллельно вяжу. Я еще этого не вывязывала. Посмотрим, хорошо ли это будет смотреться. Если нет, просто перевяжем. Итак, сейчас поднимаемся. Делаем 4 петли подъема. Первый пучок провязываем, как обычно, в первую арочку, довязываем до конца и встретимся здесь в самом начале. Так как сейчас мы уже начнем вывязывать здесь по прямой, после последнего пучка в последнюю вот эту арочку провязываем столбик с накидом вот в эту третью петельку, как обычно. 4 петли подъема, со второй арочки вяжем, здесь как обычно, возвращаемся, встретимся здесь. Провязала, здесь точно так же провязываю по прямой. Сейчас провяжу еще 2 ряда. Так, провязала, постепенно у нас уменьшается количество пучков в ряду. Сейчас я провяжу еще 2 ряда. Готово, и сейчас провяжу еще 2 ряда. Смотрим, что у нас получилось. На последнем ряде у меня один пучок посерединке, 2 арочки по бокам, и на лямочке спереди, тоже на последнем ряду, один пучок посередине и 2 арочки по бокам. То есть, когда мы будем сшивать, все отлично, смотрите, состыкуется. И будет хороший, красивый плечевой шовчик. То есть, смотрите, как понять, как хорошо, красиво вывязать вот эту вот часть, чтобы по итогу вот так совпали хорошо, да, передние и задние части. В принципе, только опытным путем. Это у меня чисто случайно так получилось хорошо. То есть, я примерно прикинула, что вот этих укороченных рядов мне до вывязывания вот этой по прямой части нужно вот эти 2, видите, белые 2 рядочка. Потом примерно вот отсюда я начала вывязывать по прямой и сводим на нет до такого количества рядов, как и на передней части, то есть они должны быть вот идентичны. Но в принципе здесь она маленькая часть, это она вяжется недолго, распустите 1-2 раза, зато вы свяжете прям отлично, идеальную вот эту вот деталь. Все, на противоположной стороне вывязываем идентично. И здесь можно оставить хвостик подлиннее, и мы будем сшивать переднюю и заднюю часть. Я сейчас скрепила заднюю и переднюю части временно, чтобы посмотреть, как это все выглядит. Мне в принципе все нравится, просто единственное, я бы перевязала и начала вывязывать вот эту вот горизонтальную часть здесь сверху, чуть-чуть пониже, пораньше, потому что она слишком высоковата, но в принципе нормально и так неплохо смотрится. У меня просто уже нет времени это все перевязывать, нужно срочно фотографировать. И уже можно начать сшивать друг с другом наши детали. Начнем с плечевого шва, прикладываем друг к другу лицевой стороной наши 2 детальки, прикладываем вот так. Видите, прям все четко совпадает. И прям начинаем с самых угловых петелек, столбиками без накида, например. Можете сшивать иголкой, как вам будет удобно. Вот так просто прям петля за петлей. Здесь в конце можно, смотрите, прям под арочку провязать 2 столбика, например. Или даже 3. Смотрите, чтобы здесь были вот красивые уголочки сшиты. Проверяйте, как это смотрится на лицевой стороне. Если все нравится, ниточку обрезаем и можно спрятать в шве. Далее сшиваем по боковому шовчику, можно начать с нижнего уголка. Здесь продеваем вот прям в самый визуальный уголочек, вот так оттяните, посмотрите, чтобы это было прям четко в уголочке. Продеваем рабочую нить, закрепительная петелька. Можно в эту же арочку, в это же отверстие еще один столбик без накида. Далее вот столбик в столбик можно, продевайте прям вот идентично, что на одной, что на второй детали. Столбик без накида. Далее вот эти вот арочки. В арочки можно провязывать по 2 столбика. Первый, второй. Далее опять вот эти столбики. Продевайте вот не в эти отверстия, да, потому что они и так вытянутые, потом еще может сильнее вытянуться. А вот за какие-нибудь 2 петельки в этой и в этой детали. Эти столбики без накида, которыми мы сейчас обвязываем, не затягивайте. Провяжите сколько-то сантиметров и посмотрите, как это выглядит с лицевой стороны. Все, и таким образом провязываем до конца. В самом конце сами посмотрите, в какую арочку лучше всего провязать. Ну, вот я в самую последнюю 2 петельки провязала, ниточку обрезаю, вытаскиваю, и можно здесь спрятать в шовчике. Далее делаем обвязку по нижнему краю. Я уже перевернула на лицевую сторону. Подсоединяемся абсолютно в любом месте, в любую арочку.
Вытаскиваем нить, закрепительная петелька. И смотрите тоже по факту, смотря какие у вас здесь отверстия получились, смотря какая пряжа. Вот я провязываю в каждую вот эту получившуюся по низу арочку по 2 столбика. Возможно, вам нужно вот в эти перемычки, да, вот как бы, которые у нас после вот этих вот пучков провязывать. Вот, например, я провязала. Потом далее опять вот эти 2 столбика в арочку. Потом опять вот как бы в перемычку. А возможно, вам не нужно провязывать в перемычку, а вот просто, смотрите, 2 столбика в арочку и перескакиваем сразу же в следующую арочку. Посмотрите, как это все выглядит, нравится ли вам. Все, и таким образом обвязываем до конца. Подошли к самому началу. Я сейчас хочу провязать новый ряд новым цветом, как и на фотографии. Смотрите, можно продеть крючок в самую первую петельку, вытаскиваем нить через 2 петли на крючке. Новый цвет. Продеваем. В принципе, если вы будете провязывать следующий ряд также желтым, можно его сейчас не обрезать, чтобы было не так много этих узелков. Так, можно подтянуть или завязать на узелок, чтобы петелька не развязывалась. И можно, в принципе, столбиками также без накида просто вот в каждую петельку провязывать весь ряд. Можно вот сделать 2 петли подъема и столбики с одним накидом. То есть, смотрите, такая широкая белая полоса получится. То есть, экспериментируйте, смотрите, как вам больше хочется, как нравится. Я провяжу этот ряд просто столбиками без накида. Вот в следующую свободную петельку, столбик без накида, следующая петля, столбик без накида. Все, таким образом до конца ряда. Подошли к самому началу. Также можно в самую первую петельку вывести ниточку и желтый цвет опять подсоединяем. Белым я больше вязать не буду, ее можно обрезать. И опять провязываем просто столбики без накида по кругу. Подошли к концу, можно сделать соединительную петельку в самую первую петлю. Нить обрезаем и делаем незаметное соединение. Вытаскиваем хвостик с изнаночной стороны. Продеваем крючок в следующую свободную петельку. Вытаскиваем. Возвращаемся назад, продеваем в перемычку и вылазим в середину косички. Вытаскиваем туда хвостик. Все, вот такое соединение получилось. Здесь хвостики можно завязать на узелочки и обрезаем. Вот такая красота получилась, прям очень неплохо смотрится. Далее можно обвязать пройму на рукавах. Подсоединяюсь абсолютно также в любом месте. Тут тоже смотрите, в какие места лучше продевать крючок. Ну, давайте под наши веерочки, под пучки. Смотрите, когда вот провязываем по пучкам, тут видите, прям видимые наши петельки. Здесь можно прям вот в каждую петлю. Столбики без накида. Потом вот в промежутке между пучками у нас, помните, было по одной воздушной петле, соответственно, мы ее также провязываем туда столбик без накида. Дальше по пучкам столбики без накида. В арочки, смотрите, когда маленькие арочки встречаете, можно, в принципе, провязать 1 столбик без накида. Потом вот сюда в шовчик. Смотрите, чтобы здесь не было такой впадинки, можно провязать полустолбик с накидом прям вот в шов, чтобы не было ложбинки. Вот так. То есть полустолбик с накидом, он побольше, чем обычный столбик без накида. И таким образом он, видите, выравнивает все. Дальше опять просто по пучкам. Когда подходим вот к этому уголочку, там, где у нас начинается лямочка, можно сюда провязать опять же полустолбик с накидом, чтобы здесь не было впадинки. Далее вот опять начинаются эти отверстия. Я провязываю по 2 столбика, потом опять вот в эти столбики в перемычке как бы. Далее опять большая арочка по 2 столбика, сюда столбик, столбик, все, и таким образом обвязываем до конца ряда и провязываем нужное количество рядов. Смотрите, вот когда вы провязали сколько-то, да, сантиметров, и вы видите, что у вас почему-то вот он вот так вот сборится, волночка идет, но не потому, что он помятый, а вот именно по краю. Это означает, что вы вяжете слишком много столбиков, значит, нужно вязать поменьше. Чередуйте, например, в одну арочку 2 столбика, в следующую одну 2, 1. Далее делаем обвязку горловины. Тут все так же очень просто. Видите, здесь у нас вообще очень много вот этих арочек. Я подсоединилась вот здесь сзади, начала провязывать здесь. Вот здесь, когда у нас вот такой уголочек, подходим к нему. Сюда я прям провязала также полустолбик с накидом, чтобы сгладить уголок. Провязала до этого места. И смотрите, здесь тоже, как вам больше нравится. Хотите вы обвязывать вот эту галочку или нет. То есть, смотрите, я, скорее всего, обвяжу.
тоже не знаю, сколькими рядами. То есть продолжу провязывать здесь и до конца ряда. Потом буду обвязывать белой ниточкой и посмотрю, буду ли я здесь ее продолжать. И нам осталось придумать какие-то завязочки. А в принципе, если когда вы делаете обвязку, вы можете здесь, вот когда подошли первый ряд обвязки, и раз набираете нужное количество воздушных петель, и потом в обратную сторону их обвязываете, потом переходите на наш топ, и таким образом. Но я решила их сделать отдельно, поэтому смотрите, что для этого я делаю. Набираю воздушную цепочку такой длины, которой я хочу, чтобы были завязки. Набрала. Далее будем обвязывать не по косичкам, а вот по задним перемычкам, как обычно. Во вторую перемычку продеваем крючок. Через 2 петельки на крючке я продеваю новый цвет нити. Желтую можно обрезать, завязываем на узелок. И далее провязываем просто столбики без накида в каждую вот эту перемычку до конца воздушной цепочки. Продеваем крючок в последнюю перемычку, вытаскиваем нить и делаем смену нити. Петля подъема, разворачиваем и со второй петельки от крючка, вот в первую белую, продолжаем вязать столбики без накида. Готово. И пришиваем вот здесь, в каком-нибудь месте, с изнаночной стороны. Все, сейчас можно с изнаночной стороны прогладить весь наш топ, вот эти обвязки, чтобы они выпрямились. В принципе, все наше полотно сзади, спереди, здесь по низу. По ширине топ получился 42 сантиметра, в высоту 39 сантиметров. Это была первая часть. Вторую часть с юбкой в комплект к этому топу смотрите через неделю. А у нас все готово. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!